В этом видео я расскажу все о китайской еде в Южной Корее. Несмотря на то, что Корея обладает своей достаточно уникальной и интересной кухней, китайская еда здесь очень популярна. Наверняка в дорамах вы много раз видели, как герои едят такие блюда, как чаджанмён, чампон, тансуюк. И сегодня я специально приехал в Чайнатаун, который славится этими тремя блюдами, чтобы отведать и попробовать их оригинальный вкус. Всем привет, друзья! С вами Денис Ким, вы на канале Foodcore. Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. В данный момент мы находимся в одном из самых старейших и самых больших чайнатаунов Кореи. И сегодня, как вы видите, я не один, со мной сегодня мой брат Костя. Вы его помните по выпуску с шашлыками. Если вы, кстати, не смотрели, обязательно посмотрите. Ну и Костя сегодня будет мне помогать, будет пробовать вместе со мной эти блюда, а также рассказывать всякие интересные вещи про китайскую еду. Итак, Костян, куда мы направляемся сейчас? А мы сейчас идем в то место, где было придумано блюдо чаджанмён. Надо пробовать чаджанмён. Акула? Вот это? О, акулий плавник получается? Да. Может быть, нам стоит попробовать акулий плавник? На вкус как медуза. Ну, она такая. Я ни разу медузу не ел, но звучит уже не очень хорошо. Мы листали меню и наконец-то нашли тот самый чаджанмён, который был придуман именно здесь. Конхуачун чаджанмён. Креветок. 삼선 간짜장 밑에 그림 있고요. 어디요? 새우다 청양고추를 이렇게 소스다가 청양고추다가 그러니까 여기가 네. 짜장면은 최초로 판매하신 곳이잖아요. 그렇죠. 우리 네, 공화춘. 그게 이거예요? 네네네 맞아요. 이거로 2개 주세요. 네, 공화춘 짜장 2개, 깐풍동 새우 섰어요. 네. 네. Актеры? Да, киноактеры корейские. А это комик? Девушка или мужчина? Девушка. Скорее всего, справа это хозяин, назови. Телеведущая. Это тоже звезды? Это киноактер, певец. Знаменитости здесь тоже очень часто бывают, не только туристы. Офигеть, у них какие-то прямые трансляции, да, здесь ведут? А MBC это канал супер крутой? Конечно, это то же самое, что и Первый канал, либо СТС. А здесь, судя по всему, расписана вся история, да? В начале 20 века китайцы перебрались сюда через порт Инчон, открыли первый китайский ресторан. Где был изобретен чаджанмён. Друзья, вот нам и принесли легендарное блюдо чаджанмён. Здесь что особенно интересно, что здесь идет какая-то особенная лапша, и соус подают отдельно. То есть я обычно привык, что всегда в Корее тебе приносят уже это блюдо, в которое уже полито соусом, все, что тебе нужно, это размешать. А здесь ты можешь положить сколько тебе нужно, и только после этого уже есть. Это весьма необычно, но при этом классно, потому что соуса нам навалили просто какую-то невероятно огромную тарелку, и я думаю, что в этом большой плюс, потому что, знаете, иногда мне этого соуса не хватает. А здесь, я уверен, у нас даже, наверное, останется. Когда тебе приносят блюдо чаджанмён, которое уже приправлено, получается, соусом, он называется обычный чаджанмён. А есть в обычном китайских ресторанах, он называется канчаджан. Канчаджан? Да, канчаджан. У них процесс готовки другой. Получается, когда обычный чаджанмён, туда добавляется и крахмал, и вода. И, конечно, добавляются и овощи, и там и говядина, либо свинина. И все это жарится вместе на масле. Но канчаджан, в нем фишка в чем? Туда не добавляется ни вода, ни крахмал. То есть она жарится только на масле. Соответственно, у него он, скажем так, намного насыщеннее по вкусу. И, скорее всего, вот этот чаджанмён, он тоже сделан на основе этого. Прикольно. Откуда ты все это знаешь? Потому что я жил долго здесь. В Чайнатауне? Можно и так сказать. Друзья, это у нас такие вот креветки, которые называются канпун сеу. И знаете, в чем их особенность? Они зажарены, вот обратите внимание, в кляре. Но здесь основа соуса идет, это кетчуп и такая есть, знаете, китайская паста тубанджан. Вы ее знаете еще как тобадзян. Можно найти на всяких маркетплейсах, в том числе и у нас. И знаете, по своей сути, это просто креветка, зажаренная в кисло-сладком соусе, но какая-то особенная. Вот Костя очень долго мне рекомендовал это блюдо попробовать. И я думаю, мы сейчас оценим его по достоинству.
пахнет просто нереально вкусно. Но вообще, на самом деле, первое мое впечатление от этого заведения было какое? Когда я зашел сюда, здесь был такой очень характерный запах для китайки, но при этом он такой был немножко более мерзкий, что ли. Здесь пахло какими-то прям, я не знаю, ультра сильными специями. Какая-то в этом есть, наверное, прелесть. Я был пару раз в Китае, и, знаете, пахнет вот примерно как в их обычных чифаньках, которые просто вот, знаете, идете по улице и вот заходите в любую, и вот примерно такой запах. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Пам. Блин, это так вкусно. И здесь не просто кисло-сладкий соус, вот прям чувствуется вот эта вот особенная паста. Блин, очень вкусно. Когда мы заказывали только это блюдо, я обратил внимание на ценник, чтобы вы понимали, это блюдо стоит 40 тысяч вон. 40 тысяч вон, дороговато. На мой взгляд, это не просто дороговато, это просто жутко дорого. 40 тысяч вон, это до хера получается. Да, это 2800. 2800 рублей, понимаете? И я когда сказал, давай его попробуем, раз ты хвалишь, я решил, что, наверное, мы сейчас переплатим. На мой взгляд, это по-прежнему дорого, но это вкусно. Учитывая, что это еще и знаменитое туристическое место, я думаю, цена все-таки нормальная. Но в целом это дорого. Давай приступим уже к чаджанмёну. Вот этот соус просто, я смотрю на него, он меня просто манит. Как принято по корейской культуре, сначала старшим. И Костя следует всем правилам, молодец. Жалко, он сегодня за рулем. Может быть, попробовали какую-нибудь вон ту штуку? Я не знаю, что там, но там какая-то страшная внутри. Страшный корень. Я думаю, это вкусно. Вот теперь это выглядит так, как я обычно привык получать блюда в корейских ресторанах. Куча соуса и там внизу где-то лапша. Сейчас нам Костя покажет мастер-класс, как надо правильно смешивать чаджанмён. Тут лапша немножко уже прибухла. Надо ее расплести снутри. Давай. И все, поехало, погнало. Ты это делаешь прям как в дорамах. Некоторые мои подписчики говорят, тебе надо в дорамах сниматься. Так, была возможность в детстве. Была в детстве возможность, но ты уехал в Россию. Да. Ну что, настала моя очередь это сделать. Я на самом деле делал это очень много раз. Слушай, я привык обычно в корейских ресторанах, что эта лапша, она после того, как соусом ее перемешаешь, она максимально черная. А здесь она какая-то не супер прям черная. Ты знаешь, мне кажется, мы только одной этой лапшой наедимся настолько, что до следующего утра не будем хотеть есть. Долго с тобой болтали, и лапша немножко подразбухла. Слушай, тут прям другой чаджан. Он совсем отличается по вкусу. Если сравнивать с тем, который мы там кушали. Ага. А еще я обратил внимание, что именно вот этот чаджан, он прям остренький. Я чувствую морепродукты внутри. Я думаю, что классический чаджанмён делался всегда со свинины. А судя по всему, из-за того, что это мы находимся сейчас, можно сказать, в порту, и этот ресторан был в свое время открыт в порту города Инчон, наверное, из-за этого здесь именно морепродукты. Мне нравится, что он острый. Что обычно чаджанмён вообще не острый, а тут прям это добавляет какую-то пикантность. А еще здесь фишка, знаете, в чем? Что когда едят чаджанмён, обычно подают всегда вот такую маринованную редьку танмуджи. Рецепт, кстати, есть на моем канале, кстати говоря, так же, как и лапша чаджанмён. Поэтому обычно так кладут эту редьку танмуджи поверх, берут немножко лапши и вот таким вот образом едят. Классное сочетание. Немножко странное на мой вкус, но тут так принято есть. А еще нам на стол поставили отдельно вот эту пасту чаджан и еще репчатый лук. Я думаю, это мясо. Это тофу. Тофу? Но она очень вкусная. Ну-ка, надо найти. Это тофу, да? Это тофу. И она оказалась очень вкусной. О, нашел. Не знаю, видно вам или нет. Очень сухой, обжаренный тофу, а еще вот с этим соусом мега сочетание. Я съел всего лишь 1/4 этой лапши, и мне кажется, я уже почти наелся. У тебя тоже так? Не хотел я портить вкус чаджанмёна, но я его больше привык посыпать красным перцем. И как бы он поднимает аппетит, поднимает вкус,
А ты пробовал когда-нибудь так? Я, чтобы поднять аппетит, обычно соджу заказываю. А он перец сыпет. Не, он на самом деле вкус, ну, становится немножко... Так он и так острый, куда ты еще сыпешь? Так, фишка не там, что он острый. Он поднимает, ну, вкусовое качество, скажем так, поднимается намного лучше. Я хочу вот так вот сначала. Так он не острый вообще. Так, я же тебе и объясняю. Паприка, давай, Он сыпь. как усилитель. Давай, Усилитель, скажем так, вкуса. Поднимает вкусовое качество. Раз ты говоришь, что это повышает вкусовые качества, сейчас мы и сравним. У меня чжанмён уже просто вот покрылся красной пылью, так же, как и у Кости. Я надеюсь, что после вот этих манипуляций нам не придется это все дело выкинуть потом. Я пока не чувствую большую разницу. Я, если честно, тоже. Может, мало добавили. Это, знаешь, я не чувствую разницу, но она там есть. Тут вкусно, но тут дорого. А дорого почему? Потому что это туристическое место. Тут очень много иностранцев. Сейчас вот большинство людей разговаривают не на корейском языке. Там сидел стол, который разговаривал на английском языке, допустим. А вот там в комнате отдельной, там вроде на А, китайском. да, там разговаривают на китайском языке. Вот сейчас стали люди, они тоже вроде как разговаривали на китайском языке. Может быть, только из-за этого цена тут такая? Слушай, ну, обычно вот тарелка чжанмёна стоит в корейских ресторанах в районе 9000 вон. 9 это даже дорого. Ну, 7 Ну да, 7-9. Это настолько блюдо, знаете, вот именно корейского пролетариата, что оно считается прям ультра дешевым и ультра доступным. Но при этом, если смотреть на все меню в здешнем заведении, чжанмён здесь самая дешевая позиция. И при этом стоит 13 000 вон, практически в 2 раза дороже, чем везде. Но я думаю, что если это место и посещать, только для того, чтобы поставить галочку, что ты был в том месте, где придумали чжанмён в начале 20 века. И это типа круто. Вот все, я могу поставить галочку. И, может быть, вернусь сюда спустя много лет, чтобы снова попробовать тот самый чжанмён. И я вот ем это блюдо, и мне кажется, все-таки мы переплатили. Я сначала сказал, что это вроде как, ну, вполне нормально, но не знаю. Все-таки вот оно у нас просто уже заканчивается, и у меня есть такое ощущение, что оно не стоило 40 000 вон. А еще так непривычно, нам принесли рис вот в таких вот очень прям маленьких тарелочках. Я не знаю, это вот так чисто, знаете, креветочку закусить. Но это прям очень мало. Я сюда сейчас кинул как раз таки креветку, и Костя говорит, надо вот брать вон тот соус из этого блюда и сюда поливать, и будет вкусно. Ну, понятное дело, что будет вкусно, но очень необычная подача именно риса. Что ты съел? Да я хотел перец разжевать, думаю, ёпарас, это нифига он остренький попался. Ну, вообще, я вот этот вот перец уже много раз пробовал. Я бы не сказал, что он острый. Да, ну да, это да, сычуанский, да. давай я побольше возьму. Вот такой вот перец, от которого Костя почти заплакал. Очень вкусно. Правда, у меня есть ощущение, что его передержали немножко, когда жарили. Когда перец немножко передержишь, он начинает именно по вкусу горчить. Горчить в смысле в виде не остроты, а Да, горечь именно, дает. да, горечь, а не острота. Ну, кстати, острота вот начала сейчас доходить. Но все равно как бы нормально. Совсем зарусел. Кстати, жена у меня лучше кушает острую еду, чем я. А, когда я в России попробовал пульдак. Пультак. Мои подписчики обожают. Это было нечто, я тебе говорю, я до сих пор помню момент, короче, я в смысле этот, после похмелья перегулял, мне было плохо, я решил съесть пультак. У меня со всех дыр, со всех пор все вытекало. В смысле, я плакал, не знаю, там, в течение минут 5, наверное, точно. А есть пультак в 2 раза острее. А есть еще пультак в 3 раза острее. Не, я даже не хочу пробовать. У меня он, кстати, набрал почти 500 000 или даже уже больше просмотров и почти 30 000 лайков. Сейчас там 28 000 лайков, но я обещал, когда доберется 30 000 лайков, я сниму обзор на самый острый рамен. И этот самый острый рамен, он корейский. Он называется Pulma One. Он уже лежит у меня сколько? Месяца 4 на полке. И я все жду, когда вы все-таки наставите мне лайков. Чуть-чуть осталось, ребят, давайте, подожмите. Я пошел ставить лайк. Вот. Ставлю сюда лайк. Все ставьте быстрее лайк. Осталось всего 2000 лайков.
и увидим, как Денис будет плакать. Мы все ближе к моим слезам. Будем считать к слезам радости. Я съел половину. И знаете, кажется, я наелся. Ешь, ешь. У тебя у самого половина осталась. Давай. У меня уже ничего нету вообще. Вот Костя ест очень быстро. А я привык еще с армии. В армии мне тоже говорили, давай быстро ешь, сейчас придет следующая рота. Просто корейская армия есть. Убун дягидё. Типа, если заорёт сигнал или сирена, ты должен за 5 минут, короче, успеть прийти до точки назначения. Потом аварийная ситуация. Слушай, а в корейской армии вообще кормят, например, чжанмёном? Вообще чем кормят в корейской армии? За всю историю моей службы 3 раза я ел чжанмён в части. Прям именно, которые давали нам. А ты 2 года служил или 1,5? 2. Ну, все равно, конечно, не такой. Там лапша не такая. А вот касательно других блюд, именно корейской кухни, что там чаще всего подают? Чаще всего это рис, кимчи, миокук. А там, не знаю, пульгоги там или самгёпсаль. Самгёпсаль бывает, допустим, ну, у нас была, скажем так, вооруженная часть, спецназ, вертолетные войска. У нас каждый месяц были учения. Там 2 недели в горах, 3 недели в горах. А после того, как у нас учения заканчиваются, мы возвращаемся в часть, и всегда была традиция проще. Всей ротой собираемся, получается, в актовом зале, жарим самгёпсаль, пьем пиво, пьем соджу. В актовом зале? Может, у вас там еще представление на сцене было какое-нибудь? Конечно, мы сами выступали, получается. Все подали. Я даже группа крови спел там. О, На корейском языке в части. красавчик, красавчик. Вот такая вот корейская армия, ребят. Кормят там иногда самгёпсалем и чжанмёном. Ну и плюс ко всему можно спеть группу крови на сцене. За это я получил 2 дня отпуска. Да ты чё? Да. Смотрите, ребята, творчество Виктора Цоя способствует. А эта песня как раз-то, кстати, про войну, про солдата. Я уже не первый раз вижу такое, что Хангук съедает лапшу, но почему-то соус оставляет. Это фишка такая или что? Объясните мне, пожалуйста. Допустим, раньше, когда я находился в Корее, и там жил там с родителями или с тетей, с дядей, то они не заставляли всегда все это съедать. Но так как я сейчас повзрослел, просто кушать соус уже не такой прикол. Не, ну просто как-то вся же суть и вкуса в соусе. А ты почему-то его оставляешь. Съел лапшу, а соус оставил. На самом деле я уже наелся. Это раз. А так вообще кинул бы туда рис, перемешал бы, съел? А так обычно, когда я заказываю домой на доставку чжанмён, конечно, я всегда сразу съедаю лапшу, у меня остается соус. Туда в любом случае через полчаса, когда уже лапша переварится, я так закидываю рис, перемешку, и все, второе блюдо готовое. И получается чжанпап. Я иногда тоже люблю чжанпап. Потом еще раз сходим в Китайку, я тебе закажу, знаешь, какое блюдо? Блюдо называется, есть и чампунбап, есть и чапчепап. Ты по-любому знаешь, блюдо чапче, и я уверен, что ты знаком с этим блюдом, прям очень знаком. Но чапчепап ты еще никогда не пробовал. Это совсем другой вкус, это тоже очень вкусно. Ну, вообще, мы должны были сегодня еще попробовать чампон, но я думаю, мы уже в другом заведении это будем пробовать. Здесь внутри столько репчатого лука, друзья, и вы знаете, что я репчатый лук очень люблю, я его могу как яблоки есть. Так, знаете, что очень интересно? В этом чжанмёне нет картошки. Обычно сюда клали картошку для того, чтобы снизить себестоимость, но при этом увеличить нажористость этого блюда. И здесь его нет. Ну, собственно, за 13 тысяч вон я бы, наверное, возмутился даже, если бы была картошка. Чаще я ел именно чжанмён со свининой. Здесь он идет с морепродуктами. И несмотря на то, что я не особо люблю морепродукты и вообще вот этот вот рыбный привкус, здесь его практически не чувствуется. Очень классный и правильный вкус чжанмёна. И, кстати, кальмара здесь очень много этого. Прям не пожалели. Еще обычно чжанмён принято есть с таким блюдом, как тансуюк. Тансуюк — это жареная в кляре свинина в кисло-сладком соусе. Точнее сказать, под кисло-сладким соусом. Обычно чжанмён приносят вот в таких вот огромных тарелках. И я вообще не представляю, куда там еще тансуюк должен залезть. Как вы это едите? Ой, я уже не хангук, я уже зарусел, я не понимаю, как они тоже этого все едят. Я просто даже не могу вспомнить, чтобы вот я пришел в Китайку, заказал какой-нибудь там, не знаю, ламень, да, условно говоря, или как это у них называется, я уже забыл, и заказал бы еще габаджол туда, или там малатан, если бы я заказал, да, мне принесли бы вот такой же тоже
Вот такой вот тазик. И еще, блин, просто эту свинину в кисло-сладком соусе. Я не могу представить, куда это все должно влезть. И я никогда не понимаю, как хангуки это все дело едят. Может быть, когда у вас 4 за столом, это наверное, стоит того. Но когда у вас 2, и еще вам приносят такую огромную тарелку с этой кисло-сладкой свининой. В следующий раз попробуем. Это будет прям такой экстремальный мукбанг. Кстати, я забыл рассказать. Раньше-то, ну, допустим, когда еще Корея была не настолько богатой страной, как сейчас по экономике, ну, люди, скажем так, жили недостаточно богато. И чаджангмён мы кушаем особо по праздникам. В моем детстве это поколение, получается, 90-80-го года. И точно так же чаджангмён, ну, уже потом, где-то в начале 2000-х годов, она стала более популярным блюдом. И не знаю почему, но его всегда заказывали, знаешь, когда? При переезде. Да, это я знаю. И вот не знаю почему решили только заказывать чаджангмён. Я знаю, почему его заказывают 14 апреля, потому что это черный день, день одиночек, и есть черную лапшу нужно, да. Хотя, знаешь, придумали уже желтый день, когда это 15 мая вот недавно был, когда ты должен есть карри. Если ты одинок, то ты должен есть карри. Если ты не одинок, ты должен дарить цветы. Ну, 14 апреля это уже, ну, допустим, это уже достаточно долго, его придумали давно. И как бы да, и в смысле те, у которых нет там пары, они уже знают, что типа пойдут в заведение, сядут, закажут чаджангмён. А если будет сидеть одинокая девушка, можно присоединиться и... То есть еще есть опция познакомиться? Конечно. Мне кажется, вот эти вот, знаете, желтый день, пеппера день, это вот придумали вот эти вот корпорации, которые производят эти пищевые продукты. Да, и поэтому вот желтый день кушайте карри. А кто основной производитель карри в Корее? Корпорация Оттоги. Кто производит пеппера? Я не помню. Лотте, да? Лотте производит. Вот и придумали такой праздник. Хитрецы. Друзья, раз уж мы снимаем сегодня в интересном месте, то давайте я немного расскажу об этом районе. Я нахожусь в одном из самых больших и старейших чайнатаунов Кореи, который был построен еще в конце 19 века, когда был открыт большой торговый порт в городе Инчон. В то время династия Цин наладила свои торговые отношения с королевством Чосон, и по этой причине здесь появилось очень много переселенцев из Китая. И, кстати говоря, по сей день здесь живут их потомки во втором, третьем и четвертом поколениях. Место очень живописное, красочное, и знаете, здесь очень много ресторанов китайской кухни, здесь очень много туристов, здесь очень много классных мест, рядом с которыми хочется пофотографироваться. И считается, что именно этот район является родиной знаменитого блюда под названием чаджангмён, которое мы сегодня и пробуем в этом выпуске. На улице данного района постоянно слышна китайская речь, пахнет специфическими специями, ну и, конечно же, можно купить печеньки с предсказаниями, а еще можно встретить достаточно милые и необычные статуэтки панд. Рядом с этим районом также расположена очень большая и красивая набережная под названием Вольмидо, и если вы находитесь в Сеуле, то до этого района ехать примерно 1,5 часа на такси, либо на метро. Я всем рекомендую посетить данное место, оно очень красочное, яркое, интересное. Обязательно погуляйте здесь, сделайте классные фотографии, ну и, конечно же, попробуйте местную китайскую еду. Уверен, вам понравится. Итак, мы пришли уже в другое заведение, где мы будем пробовать непосредственно кисло-сладкую свинину, а именно тансуюк. Здесь она стоит 26 тысяч вон за среднюю порцию. А также мы попробуем белый чаджангмён. Да, ребят, вы не ослышались, вот он у нас в меню, он указан. А также мы попробуем чампон. Но не просто чампон, а чадоль чампон. Это суп с лапшой. И с чем у нас еще там идет? Говядина тонко порезанная. Чадру. Называется он чадру хаги. И это основные позиции, которые мы попробуем в данном заведении и все вам расскажем. Нам наконец-то принесли еду, ожидали мы, не знаю, минут 5, наверное, всего лишь. И я напоминаю, мы заказали чампон, белый чаджангмён. Я, кстати, вообще был удивлен, что он бывает белым, мне вот Костя рассказал. Здесь, я так понимаю, не используется паста чаджан? Да, тут вместо чунджан, ну, где его называют в Корее,
тут используется, получается, китайский тинджан. А почему он тогда Хаян чаджанмён называется? Потому что вот именно что вместо чунджан же паста, она черная, Да. а тут используется, получается, китайский тинджан. Он имеет более прозрачный цвет, скажем так. А китайский твинджан это тубанджан, который? Нет? Именно тинджан. Вот видите, ребят, как интересно. Но еще мы заказали тансуюк, но здесь он называется по-другому. Точнее, написано в меню тансуюк, но там написано Кобароу. Кобароу. Короче, я думаю, вы уже понимаете, да, что это очень похоже на гобаджоу, но только кобароу. Это разные блюда, типа, или это все-таки произношение просто такое корейское? Это произношение. И насколько я знаю, даже в Китае это, более правильное название будет не кобаджоу, а кобаороу. Насколько я знаю. Я знаю, что есть еще такой китайский суп малатан, но здесь он везде маратан. Маратан. Да, но это как? Это тоже типа особенности корейского языка или все-таки он правильный маратан? Скорее всего, да, это особенность корейского языка, потому что в Корее нет, скажем так, определенного типа там О или Р. Но тем не менее, это кобароу, это больше правильнее китайскому варианту, а маратан это уже не совсем правильное произношение оригинального названия. Да, я тоже так думаю. Ладно, главное в этом деле, когда заказываешь чампон либо чжанмён, это долго не ждать, а сразу есть, потому что лапша разбухает. У меня чампон, это, знаете, это блюдо, которое тоже идет, как правило, с лапшой. И мне его тоже надо по-хорошему перемешать. Давайте этим и займемся. Честно говоря, я вот сейчас перемешиваю это блюдо, и мне страшно. Я даже не знаю. Ну вот, допустим, я это съем. Ну, я имею в виду хотя бы половину. Куда вот это влезет? Костя. В меня получается. Не, слушай, вот я всегда хотел поинтересоваться. Ни для кого не секрет, что в китайской кухне, вот в чифаньках и так далее, всегда большие порции. Да. И я так понял, Корея в этом плане тоже не исключение, да? Да, получается, в Корее же тоже вся устроена на основе сервиса. И если, не дай бог, там цена будет, скажем так, критична, но порция будет маленькая, то это заведение сразу закроется. Хорошо. Но вот смотри, обычно, когда заказывают чжанмён, всегда заказывают еще и тансуюк. И как это, я не знаю, как это съесть все вместе. Вот смотрите, просто это вот стандартная порция тансуюк, там еще есть большая. Вот, и это стандартная порция чжанмёна. Вот. Я просто не понимаю, как это должно все влезть. На самом деле я тоже не понимаю, как хангуки вообще все это съедают. Так, ну что, давайте я попробую чампон. Блин, тут лапша такая скользкая. Ее, видать, из чего-то определенного делают. Я просто видел, в магазинах продается специальная лапша для чампона, для чжанмёна. Вот она типа одна идет всегда. Я так понял, она не совсем пшеничная. Пшеничная, но просто какая-то скользкая. У тебя, наверное, точно такая же, да? Скорее всего. Ну-ка, давай тоже пробуй. На вкус как? На вкус я не совсем понял. Сейчас попробую бульон. О! Остренько. Че, серьезно? Ну. Ну-ка, попробуй, давай. Ну, такое. О, да. Кстати говоря, тоже интересный факт. Обычно бульон вот на чампон готовят с морепродуктами. Точнее, на основе морепродуктов. А потом уже добавляют, если надо, мясо. И здесь четко отслеживается вот этот вкус морепродуктов, который я не особо люблю, но он здесь достаточно гармонично вписывается, потому что я все-таки заказал себе чадоль чампон, и вот этот мясной вкус, он все-таки здесь доминирует. Но вообще стандартный чампон, по-моему, всегда идет с морепродуктами, да? Там мидий много, насколько я помню. Я вообще мидий не люблю. Да, там всегда кальмар, мидии, капуста. Ну, кальмары и здесь, вот я смотрю, есть. Ну, друзья, посмотрите, вот это вот, я так понимаю, кальмар. Большой кусок. Честно говоря, я сейчас пытаюсь найти мясо, его не так уж много здесь. Вот так правильно, это же чадоль баги, тонкая говядина, а она тем более еще и пожаренная. Давай, пробуй. Да, а то я сейчас с голоду умру. Ты же наверняка не в первый раз пробуешь белый чжанмён. Ну, на самом деле, я его сейчас пробую второй раз, потому что первый раз я его пробовал еще очень-очень давно, причем в этом же заведении. Ну и что скажешь? На вкус ничем не отличается от черного. Серьезно? Серьезно. Ну-ка, дай-ка. Да. Мне что-то аж стало интересно. Потому что на вид это вообще как будто другое блюдо. Что ты врешь? Ну, вообще не чжанмён. Не. Вообще не чжанмён.
Нет вот этого характерного, четкого, солоноватого вкуса. Он более легкий. И, кстати говоря, здесь очень сильно прослеживается масло, знаешь, которое вот, в котором жарили мясо. Просто в классическом черном чжанмёне такого не чувствуется. Там обычно чувствуется именно вот эта паста, а здесь именно чувствуются вот эти ингредиенты. Лук, мясо. Ну и вот, как ты говоришь, этот китайский твенджан. Но я не совсем понимаю его вкус. Слушай, а ты часто вообще чжанмён либо чампон ешь? О, ну тут вообще разные ситуации, смотри. Вот эту вот шишку чампон, ну, обычно я все время заказываю когда? Точнее, ищу когда. На следующий день похмелки. Она лечит прям как надо. А чжанмён, ну, у корейцев больше принято так, что при переезде из одной квартиры в другую, не знаю почему, но всегда почему-то заказывают чжанмён. Ну, это традиция, так же, как и вот 14 апреля есть на черный день. Хорошо, тогда другой вопрос. Почему считается, что именно сочетание тансуюк и чжанмён – это идеальное сочетание? Ну, тебе вот самому нравится это кушать? Все-таки, на мой взгляд, немножко несовместимо, потому что если мы берем классический черный чжанмён, он достаточно такой солоноватый, у него достаточно яркий и уникальный вкус. И вот эта кисло-сладкая свинина, она как будто там, ну, просто не к месту. Я не знаю, как это объяснить, но мне кажется, они не особо сочетаются. Вот смотри, Денис, ты уже достаточно долго живешь в Корее, и ты должен понимать то, что местные южнокорейцы хангуки, они обожают сочетание танчан. То есть соленое сладкое, соленое сладкое. Корейцы это просто обожают. Да. Все-таки, видите, я немножко привык к той нашей кухне, где все-таки сладость отходит наоборот, на задний план. Сладость мы добавляем для того, чтобы как раз-таки уравновесить вот этот баланс какой-то сделать. А здесь все-таки, как ты говоришь, должно быть ярко и то, и то. А у меня была теория, знаешь, какая, что тансуюк едят, почему, ну, заказывают еще дополнительно, потому что в самом чжанмёне не так уж и много мяса. То есть я вообще раньше, ну я вообще знаю, что раньше туда еще и картошку добавляли достаточно много, чтобы снизить себестоимость, но увеличить вот эту вот нажористость. Потому что все-таки если добавлять мясо в чжанмён, это сразу увеличивается себестоимость продукта, и, соответственно, не каждый сможет его заказать. Поэтому у меня была такая теория. Да, это абсолютно верно. Я так и знал. Но еще вариант, смотрите, лапша, она, сама структура лапши, она какая? Она не хрустит. Она такая жевательная, Да, и всасывательная. А вот мясо в кляре, оно какое? Ну оно вот именно, да, вот хрустящее. именно оно хрустящее, а еще и сладкое. А корейцы любят что? Ну да, как Когда мы уже хрустит. выяснили, когда хрустит и когда немножко, не немножко, а достаточно То есть, сладенько. получается, для корейцев это идеальное сочетание. Напишите в комментариях, что вы думаете о таком сочетании, и заказали бы вы себе кисло-сладкую свинину какому-нибудь, не знаю, безумно соленому блюду. Хотя, насколько я знаю, в России тоже в Китае, как всегда, заказывают габаджоу и какое-нибудь, я не знаю, какое-нибудь мясо по-сычуански. Оно же тоже вообще не сладкое, оно там такое ярко-соленое. Наверное, все-таки, да, наверное, ты все-таки прав. Ладно, давай есть, а то мы много говорим. Хочу вам показать наполнение какое. Обратите внимание, вот я нашел наконец-то мясо. Он действительно очень, очень тоненько порезано на такие вот прям, не знаю, слайсы, полоски, как это правильно сказать, на соломку. Здесь вот у меня кальмарчик тоже есть и креветки. А еще древесные грибы. Кстати говоря, я привык, что тансуюк обычно подают соусом, в котором есть ананасы, есть древесные грибы и огурец. Там было, получается, 3 панчана, а здесь всего лишь 2. И то, там 3-й панчан был просто нарезанный репчатый лук. О, сейчас, наверное, будет очень вкусно. Друзья, скажу честно, я не в первый раз пробую чампон, но здесь он действительно какой-то особенный. Дело в том, что, во-первых, здесь очень большая порция, а во-вторых, мне очень нравится вкус бульона. Здесь прям очень классный баланс вот этого вот вкуса морепродуктов и мяса. А еще он острый, при этом бульон не жирный. Там, где я ел один раз чампон, там прям, знаете, были вот эти вот масляные, так скажем, разводы на поверхности, и это было не особо аппетитно. Я не скажу, что было невкусным. Я скажу, что это было не так, как здесь. А здесь прям очень классно, мне нравится. Если, кстати, кто вдруг захочет посетить данный Chinatown, я оставлю адреса этих заведений в описании под роликом. Если честно, я уже начинаю наедаться, но почему-то оно не заканчивается. Мне кажется, китайская еда в Корее это для очень суровых ребят, для очень суровых желудков. Ты что делаешь? Перец посыпаем. Так же, как и там? Да. Ты как-то много его посыпаешь. Да ладно, пусть не будет. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, что все-таки
именно вот этот чаджанмён, этим перцем не испортишь. А вот там было немножко странновато. Я не знаю, как это буду доедать. У меня еще целая тарелка. Костя как-то умудрился половину уже съесть. В общем, вы, кстати, не подумайте. Мы снимаем второй день. Мы не пришли вот только что поели и пришли в другое заведение и пытаемся сейчас набить брюхо. Второй день мы на этом районе. Поэтому имейте в виду, все эти ролики снимаются не за один день. Так вот, что я хотел сказать. Тансуюк — это здорово. Почему мне нравится больше корейский вариант, я имею в виду кисло-сладкой свинины? Потому что обычно тансуюк здесь подают таким образом, что сверху соусом поливают, либо мясо отдельно, соус отдельно, если хочешь, как бы макай. Костя говорит, что это не трушная подача, но мне так нравится больше, потому что я не большой фанат кисло-сладкого соуса, и когда вся свинина, вот этот кляр пропитывается, блин, уже потом, особенно когда на вот самые нижние кусочки, их уже потом есть просто невозможно. Они такие приторно-кисло-сладкие. Так в чем фишка? Ну, сейчас, да, но изначально вообще колбажол, он всегда подавался в соусе. То есть ресторан, скажем так, оценивался как? Если, допустим, вносит колбажол, он должен быть хрустящий, но уже политым соусом. Вот в этом вся фишка. Но в Корее, вот ты рассказал, типа, то, что в Корее сейчас начали там подавать блюда, скажем так, отдельно соус и отдельно кляр. Это не просто начали, здесь прям целые дискуссии, споры, как нужно правильно подавать. Да, но это все было придумано из-за чего? Потому что в Корее очень развита система доставки, а чтобы пока доставляли еду, соус не питал, получается, кляр, только из-за этого начали подавать их отдельно. И чтобы кляр не успел размякнуть и остался хрустящим. Да, все верно, все верно. Тогда в этом логика есть однозначно. Но если говорить про мясо, все-таки мне вот именно из этой китайской, адаптированной китайской кухни в Корее больше нравится такое блюдо, как янкочи. Это, знаете, такие... Костя знает, о чем я говорю. Это такие, знаете, маленькие шашлычки из баранины. Ну, там, кстати, не только маленькие шашлычки, там можно и большие куски прям себе заказать. И там все из баранины. И там, кстати, ее подают вместе с копченой паприкой, солью. Также вы можете попросить, вам туда доложат зиру. То есть можно это все смешать. И когда вы пожарите эти шашлычки, можно их обвалять в этих специях и есть. Это безумно вкусно просто. Я обожаю. И, как правило, такие заведения часто еще выступают как мухан-репиль. Это когда вы приходите, платите единоразово какую-то сумму и едите безлимитно. А тебе нравится янкочи? Конечно, я обожаю больше, чем тансуюк. Конечно, ну а что ты даже не намекай. Я, кажется, видел у себя, кстати, на районе одно такое классное заведение. Я думаю, мы туда сходим с тобой. По-любому. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. И если мы наберем, ну не знаю сколько, давайте 5000 лайков наберем, то в следующий раз, когда мы пойдем есть уже другие блюда китайской, адаптированной китайской кухни, мы обязательно сходим именно в место, где подают эти янкочи. Ставьте лайки, друзья. Эта свинина здесь уже лежит минут 15 в соусе. Да, чин. Но она по-прежнему хрустит. Есть, говорят, знаете, какой-то особый секрет, чтобы она оставалась хрустящей. Перед тем, как делают кляр, крахмал, который идет на кляр для этой свинины, сначала вымачивают в воде. То есть сначала разбавляется крахмал с водой, оставляется, ну, стоит он минут 30 где-то, весь крахмал оседает, и вот эта вот водичка, которая сверху, ее сливают, и только после этого смешивают этот крахмал с яйцом, и получается вот такой вот мега хрустящий воздушный кляр. Я скажу честно, я ни разу так не пробовал делать. Я тансуюк готовил всего лишь 2 раза в жизни, особо так не заморачивался. Но профессиональные шефы здесь в Корее делают именно так. И, кстати говоря, тансуюк, когда жарят, тоже делают двойную обжарку. То есть сначала жарят на более низкой температуре до готовности внутри самого мяса. Жарят второй раз, как правило, намного, не сильно долго держат, но чтобы оно стало максимально хрустящей. Ты знал об этом что-нибудь? Нет? Ну, куда тебе знать? А зачем мне это знать? Я знаю то, что она вкусно будет, и все. Это, знаете, моя профдеформация. Я любознательный. Я когда что-нибудь пробую, думаю, блин, как это приготовили? И с корейской едой у меня всегда так было. Я тоже один раз ее готовил, хотел более, скажем так, глубоко ее изучить, но так как у меня тансуюк не получился, я все и забросил. Тансуюк еще готовят, как правило, не из жирных частей свинины. Как правило, это карбонат, либо вырезка. Они, кстати, стоят недорого в Корее. Вот это, кстати, тоже особенная фишка. Многие мне не верят, особенно мои не совсем лояльные, скажем так, подписчики. Они не верят, что в Корее
такие части свинины, как вырезка, карбонат, окорок, что они стоят дешевле, чем вот свиная грудка. Или там шейка. Шейка здесь вообще на вес золота. Да. Но самое дорогое здесь именно свиная грудинка. То есть то, что у нас считается не совсем хорошей частью свинины, потому что там достаточно много жира, здесь считается наоборот самым крутым и самым вкусным мясом. Ну и самым дорогим. Знаешь, какое мое было первое удивление, когда я приехал в Корею в первый раз? Когда зашел в магазин и обнаружил, что свиная грудинка, которая на тот момент у нас стоила 200 рублей за килограмм, здесь стоит 700. А вот вырезка, которая у нас стоит 700 рублей за килограмм, здесь стоит 300-350, вот так. То есть самые ценные части свинины, которые именно у нас ценятся, стоят здесь намного дешевле. Также, кстати, из говядины. Какая-нибудь жирная часть, тоже грудинки, которые, кстати, обычно используют для приготовления пульгуги, тоже просто невероятно дорогая она. Ну, понятное дело, стейковые части, они везде дорогие, но если мы берем именно тоже вырезку, либо задний отруб, вообще прям за даром, можно сказать. Потому что это разная, скажем так, культура, традиция и тем более кухня. Да, друзья, у всех народов, наций и так далее разные пищевые привычки. Поэтому их надо просто принять, понять. Я хотел сказать простить. Нет, их надо просто принять и понять. В этом и заключается прелесть нашего большого многообразного мира, что кому-то нравится так, кому-то по-другому. Кто-то любит более жирные части свинины либо говядины, кто-то менее жирные. Поэтому все, что я могу вам посоветовать, кушайте вкусно, получайте от этого удовольствие. И мой вам совет, расширяйте все-таки свой кругозор. Если вы не можете представить, как это сладкая говядина, как мне иногда пишут, или как это так, они едят это, ну, короче, не так, как мы, не парьтесь, просто попробуйте и сделайте для себя выводы. Все-таки надо немножко границы своего сознания расширять, в том числе и в еде. Ты что, все съел уже, что ли? У меня, смотрите, сколько еще. Я, понятное дело, много разговариваю, но я уже наелся, если честно. Я очень просто был голоден. Ты мне поможешь? Забирай половину лапши. Забирай все, а то совсем худой, смотрите. Ребят, я не шучу. Мы вот снимаем уже полчаса, и это вот все, что я съел, и я уже наелся. Я не знаю, как Костя это осилил, но он на опыте. Что ты пузо гладишь? Успокаиваешь? Бурю внутри? Да, честно, объелся вообще. Я, конечно, сейчас еще раз попробую. Может, откроется второе дыхание. Но смотрите, еще сколько у нас мяса осталось. А знаете, в чем еще особенность? Точнее, прелесть вот этого сегодняшнего нашего стола? За это я заплатил 13 тысяч вон. За вот эту большую порцию, которую уже съел Костя, мы заплатили 8 тысяч вон. А за это 26. То есть, чтобы вы понимали, за вот этот огромные порции, которые я вот, например, свою не могу доесть, и еще вот у нас мясо осталось, мы заплатили достаточно небольшие деньги. Это, наверное, самое классное. Наверное, поэтому у этого заведения высокий рейтинг. Да, здесь дешевле, здесь вкуснее. Ох, говорить его нет. Че, пузо на диафрагму сдавливает, да? Не могу. Друзья, вот и закончилось это вкусное приключение. Мы с Костей просто наелись до отвала. Я не знаю, наверное, я буду есть в следующий раз уже только на следующий день в обед. В общем, что я хочу сказать. Это было очень вкусно. На самом деле, если вы вдруг не знали, то местная адаптированная китайская кухня, они не особо это и в курсе сами китайцы. Я имею в виду, что тот же чаджанмён, либо чампон, эти блюда китайцы знают сейчас в данный момент о них, но они считают это корейской кухней. Корейцы же считают наоборот. В любом случае, даже сами китайцы приезжают в Корею, чтобы попробовать эти блюда, как следует насладиться ими. И вроде как, ты говоришь, они им даже ими восхищаются. Потому что это очень вкусно. Я, насколько знаю, чампон пришел в Корею из Японии во время оккупации, потому что японцам очень нравилось это блюдо, когда они как раз воевали с Китаем, и адаптировали его под себя, а потом принесли сюда. Корейцы после этого его снова также уже только под себя адаптировали. Что касается чаджанмён, то это блюдо было придумано именно китайскими переселенцами, но, естественно, адаптировано под местную кухню. В любом случае, это вкусно. Оригинал китайского блюда, как оно называется вообще у них? Скорее всего, на русском языке оно будет называться так. Пшеничная лапша в соусе, точнее, пасте чунджан.
Короче, паста чунджан, она, кстати, продается в том числе и в России. На маркетплейсах ее можно найти как паста из черных ферментированных бобов. В общем, на канале, кстати говоря, есть рецепт чаджанмёна. Обязательно попробуйте приготовить. Это очень вкусно. И не обязательно ехать ради него в Корею. Но я бы на вашем месте съездил. Тебе, кстати, какой больше чаджанмён понравился? Черный либо белый? Честно? Да. Черный. Ты же говорил, что они одинаковые по вкусу. Вот я его и проверил. Ну, это как бы спорно просто, потому что черный чаджанмён был более, скажем так, Насыщенный, да? да, насыщенный, и он был более сладче, и, ну, само блюдо, скажем так, не диетическое, а вот именно белая лапша, она была, скажем так, более диетическая, потому что там не чувствовался сахар, там было меньше масла, и, да, в принципе, по вкусу он был намного легче. А мне, наоборот, показалось, что в белом чаджанмёне был больше выражен вкус масла, и поэтому мне он показался жирнее. В общем, в любом случае, черный чаджанмён – это наш выбор, ребят. Это топ. Да, это прям очень вкусно. Я скажу честно, я в своей жизни попробовал сегодня второй раз лишь чампон, и мне он очень понравился. По сравнению с тем первым разом этот был намного лучше. Ну а что касается тансуюк, ну, кисло-сладкая свинина, она, наверное, и в Африке кисло-сладкая свинина. Здесь, на самом деле, небольшая разница между тем, что вы можете попробовать в России, либо там, не знаю, где, в Казахстане, Узбекистане и так далее, где в любом случае есть китайская кухня. Это все примерно одинаково. В общем, как-то так, друзья. Надеюсь, видео вам понравилось. Я думаю, мы с Костей не в последний раз пробуем блюдо китайской кухни. В следующий раз, я думаю, вас порадуем тоже каким-то интересным лакомством. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся с вами в новых роликах. Всем пока!